Ее любили и ненавидели. О ней говорили по новостям, на телепередачах, на каналах YouTube. И вот очередь дошла до меня. Сотни легенд, десятки страшных историй. Это место, кажется, всегда было популярно. Всегда о нем говорили. Десятки тысяч людей в год бывали тут. И вот опять. Снос Ховринской больницы. Опять новости не утихают вокруг этого по-настоящему легендарного баяна. Прям по обочине. Поэтому по тротуару. О. Мое знакомство с Ховринской больницей началось в далеком 2012 году. Тогда я впервые посетил это место. Будучи еще школьником, я мечтал попасть туда. Читал истории, легенды и проводил свой анализ. Но мечта моя лишь осуществилась на первом курсе университета в 2016 году. Я тогда не подозревал, что начну когда-либо снимать видеоролики про заброшки, а был лишь обычным любителем заброшенных объектов. До возведения Ховринской больницы в дальнем углу территории, ближе к парку, протекала речка. А на месте так называемого морга была площадка для выгула собак. Было ли когда-то тут кладбище? Это остается загадкой. Есть мнение, что во время Второй мировой тут хоронили военных, но информация не подтверждена. Тем не менее, к 1980 году на этом месте был обыкновенный пустырь. А в 1981 году началась стройка многопрофильной больницы. Заказчиков было два – Москва и Московская область. Стройка осуществлялась 3 кранами, расположенными между крыльев на месте переходов. Стройка шла в ногу с графиком до 1985 года. В середине 80-х, когда первые предпосылки перестройки начали вносить свои коррективы, начались первые имущественные споры, которые заключались в дележке больницы. И стройка замедлилась, но не прекратилась. Этому свидетельствуют набитые даты на одном из фрагментов лифтовой шахты, которые гласили 1986 год. В те времена стройки не шибко сильно охранялись, и детвора уже во времена строительства ХЗБ сталкерила там. А по мнению очевидцев тех годов, подвалы затопило уже в конце 80-х годов. Тем не менее, к 1987 году центральный корпус и крылья здания были завершены. Были вставлены окна и начались работы по возведению переходов и соседнего офтальмологического корпуса или морга. Что именно должен был содержать в себе этот корпус, неизвестно, но знатоки этих мест утверждают, что все-таки это должен был быть морг, что свидетельствует
огромному количеству входов в это здание. Со стороны парковки имеется около 4 подъездов, где, скорее всего, должны были стоять машины ритуальных услуг. Но в 1992 году многомиллионная стройка окончательно встала. И причина тому – перестройка. Обидно то, что те, кто хоть раз видели ХЗБ, то обращали внимание, что вокруг больницы лежит огромное количество плит со времен стройки. То есть материала хватало для ее завершения. Что касается по поводу плохого фундамента и что здание уходит вниз – полнейшая чушь. Если вы внимательно посмотрите на эту фотографию, то видно, что первый этаж здания находится намного выше уровня земли. А что касается левой стороны здания, самой достроенной, то ее просто присыпали во время стройки. На месте поста охраны находится заготовка для укрытия. Землю, которую не увезли после рытья котлована, просто оставили возле корпуса, присыпав его подвальные помещения. На сторону Клинской улицы должен был выходить главный вестибюль здания, который не успели построить. А со стороны парка должно было располагаться процедурное отделение, которое не было достроено. В крыльях же располагались палаты и операционные. На последних этажах в палатах предусматривались душевые. Видимо, там должны были быть хирургические отделения. Здание было оснащено новой системой водоснабжения, которая заключается в накачке воды в резервуары, стоящие на чердаке, а затем распределение водных ресурсов по палатам и отделениям. На втором уровне чердака должна была предусматриваться электрификация здания, а на самом верху располагалась бы вертолетная площадка. Тем не менее, после сворачивания стройки все было расплачено местными жителями, многие из которых понесли уголовное наказание за это. И к середине 90-х здание было полностью разграблено и приняло тот вид, к которому мы привыкли. Здание сразу же облюбовали неформалы. Это стало главной точкой района. И первым, кто поднял хайп над больницей, был журналист, написавший в своей газете об этой больнице, где описал свое посещение столь зловещего места, что в подвале наткнулся на странного мальчика, который писал странные надписи на стене. Так и зародились первые легенды о сатанистах. Ходили слухи, что сатанисты сделали из подвала аж целую церковь и жили на -4 уровне и проводили там свои мессы. А в конце 90-х на них осуществил облаву спецназ, который решил взорвать подземный переход между корпусами, что привело к прорыву трубы и затоплению подвала. Но это всего лишь байки местных ребятишек. На деле же центральный корпус больницы имеет один подвальный этаж, а в переходах глубина подвала составляет -2 этажа. На -2 этаже присутствует то самое невысыхаемое озеро, про которое тоже ходит огромное количество легенд. Если верить рассказам старожил, то подвал затопил еще во времена стройки. То эти легенды и вовсе являются абсурдом. Тем не менее, сектантских записей в этом здании предостаточно и вполне себе серьезных. Самая главная достопримечательность этой больницы – это комната сатанистов. Находится в подвале недалеко от недостроенной лестницы и имеет прямой выход на улицу через подвальную дверь. Значит, наличие сатанистов в этих стенах совсем не стоит отрицать. Помимо зловещих надписей, в больнице также находили трупы животных и даже людей. Официальное количество смертей в стенах больницы составляет 13 человек, половина из которых составляют несчастные случаи и суицид.
Больнице не суждено было стать местом спасения жизней. Она стала отнимать их. Больница — это край чудес. Зашел в нее и там исчез. Эта фраза стала пророчеством больницы. Были здесь сатанисты или нет, сказать трудно, но вот скинхеды тут точно проводили свои тренировки. В конце 90-х и начало 2000-х известные скинхедские банды «Формат 18» и «Славянский союз» проводили тут свои тренировки. Бойцы учились навыкам боя в городских условиях, оттачивали навыки стрельбы, осваивали альпинизм, пробегали целые кроссы по пересеченной местности и делали заплыв в подвалах больницы. Число несчастных случаев продолжало расти. И самый, пожалуй, известный произошел в 2004 году. Это суицид молодого парня, которому было всего 15 лет. Алексей Краюшкин ушел из дома в этот день и не вернулся. Парня обнаружили в шахте лифта центрального корпуса. По некоторым данным, парню отказала девушка, а за день до несчастья он повздорил с родителями и ушел ночевать к другу. На утро друг его не обнаружил. В переходе со стороны парка находится мемориал погибшего парня по кличке Край. Здесь были и цветы, и сигареты, и свечи, а рядом находился проход в центральный коридор с лифтовыми шахтами. Больницу окружает огромнейшее количество легенд. В этом месте знаковых мест больше, чем в некоторых городах. Вот некоторые из них. Комната сатанистов, жертвенный колодец. Здесь, по легенде, сбрасывали трупы после ритуалов. Невысыхаемое озеро, которое находится на -2 этаже. В зимнее время тут был экстремальный каток. На -1 этаже насыпан песок. Видимо, так боролись с подтоплениями больницы. Адский коридор, коридор сатанистов, комната сатанистов 2, неизвестный коридор с дьявольской инсталляцией, вероятно, постановочной. Секретная комната проводников, расположенная за стеной. Яичная комната. Комната, в которой располагалась кухня бомжатника и была полностью усыпана яичной скорлупой. В 2000-е годы перестала существовать. Мемориал Края находился в переходе со стороны парка на 1 этаже. В здании 18 лестничных клеток. Не по каждой лестнице можно спуститься на -1 или -2 этаж. Каждая лестница уникальна из-за незавершенности зданий. В центральном корпусе находится около 9 лифтовых шахт, а в каждом крыле еще по 2. После огромного числа несчастных случаев на стройке, ее было решено оградить в 2005 году. Но это никого не останавливало. Каждый хотел посмотреть Ховринку вживую. В этом же году заговорили о сносе больницы, но идея была пересмотрена и было решено восстановить гиганта. Все бы ничего, да только несущие конструкции недостроенного перехода со стороны парка покосились и давно пришли в негодность. Тем не менее, к 2008 году нашли подрядчика, который был готов снести Ховринку. И даже была поставлена серьезная охрана. Охранники стали патрулировать периметр по 2 человека. На объекте появилась собака, а на крыше морга стоял дозорный. Но нерешенные юридические проблемы не дали этого сделать. Тем не менее, охрана осталась на объекте, и на какое-то время больница обрела покой. Но в 2011 году очередной несчастный случай, и охранную организацию было решено упразднить. На обходе был всего 1 человек, который гонял толпы детворы
по объекту и сдавал правоохранительным органам. Так появились два легендарных охранника по кличке Лысый и Старик. Вставай, 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 вставай! Как хочешь вставай! Ребят, что, девушку бросите? Что так поступаем, а? Как? Но впоследствии и их не стало. На объекте стали проводить экскурсии и иногда даже по разрешению стали пускать туристов-экстремалов. Выпьем. Поберегись! Долго летел. Долго летел. Долго летел. Ну вот. Как бы опять надо... Блядь, заебали мне этих, блядь, Коля, ебучая. А, да, блин, торчат, я чуть. Да, можно вот здесь вот теперь интересно. Просто, ребята, смотрите, по округе себя оглядывайте. Ну, это так, Андрей, пожалуйста. Вовсе тоже есть интересно, да, допустим. Ну, мы с вами, блядь, сука. О, вот это. Мы были в другой стране. Здесь, кстати, запутаться вообще легко, я так смотрю. Ну да, В какой с конца. стороне? Я помню, один раз, блядь, со мной тип, блядь, короче, тоже, блядь, что-то денег мне, блядь, прикинь, берет мне пятихатку, стой, говорит, проведи меня. Я стою пьяный около входа, говорю, иди нахуй, ёпта. Ну, думаю, давай, заеба, проведи, короче, я взял на крышу, блядь, провел, нахуй, там уснул, блядь, я пошел. Пятихаткой. Нормально. Хованенко всегда жила своей жизнью. Тут обитали целые своры слепых бездомных псов, которые жили и плодились в подвалах, а также обычных собак, которых подкармливали охранники. Если рассказывать о всех легендах этой по-настоящему легендарной больницы, то нам и часа не хватит. Тем не менее, в 2016 году больницу приговорили опять к сносу. Разработали сложный план по демонтажу объекта. Поставили серьезную охрану. Казалось бы, опять не снесут. А не. Прощай, Хованенко. Смотри. Блин, нормально так звезданул. Видишь? Сейчас они не дадут ей выехать. Что там, какие-то разборки? А кто-то наехал. А если полицейскую машину угонят? Прям по обочине. Поэтому по тротуару. О.